Привет, это Адамов, и сейчас подходящее время, чтобы поговорить про самые ожидаемые кроссовки 2021 года. Если ты еще каким-то образом не подписан, то делай красную кнопку серой и нажимай на колокольчик, чтобы быть в курсе новых выпусков. Открывает список Air Jordan 1 Hyper Royal. Единички войдут в модельный ряд сезона весна-лето. Пара имеет белую основу из кожи, покрытую потертыми замшевыми накладками. Хотя бархатистые элементы не новы для этого силуэта, они смогут похвастаться новым выцвевшим королевским тоном. Язычковые этикетки и брендинг Nike Air на подкладке носка выполнены на ярко-синей ткани, что хорошо подчеркивает общий вид кроссовок, в то время как свош и область щиколотки выполнены в светло-сером цвете. Релиз 17 апреля, цена $170. Air Jordan 6 Carmine. С точки зрения дизайна, переиздание максимально приближено к оригиналу. Вдоль верхней части конструкция покрыта гладкой кожей по всей длине. Цвет ее панели покрыт фирменным красным цветом, а поверх накладок нейтральным белым. Перфорации подчеркивают весь профиль вплоть до язычка, который окутан нейлоновыми щитками и сопровождается соответствующими кружевными замками. Более того, эта пара вошла в историю как первое переиздание с брендингом Nike Air на пятке. Релиз 13 февраля, цена $220. Далее идет коллаборация трех брендов Fragment, Sacai и Nike. Хотя Sacai перешел на Vapor Waffle, бренд вскоре вернется к своему любимому LD Waffle вместе с близким другом Fragment Design. У Абы и Хироси Фудзивары была долгая история совместной работы, и этой весной они принесут свою ранее просочившуюся работу в массы. В качестве брендинга пара использует ретро-эмблему, использованную ранее, а также фирменную молнию, расположенную на передней части стопы. Релиз ожидается весной, цена $160. Air Jordan 4 Lightning. Первоначально выпущенная в 2006 году, Air Jordan Lightning вернется в течение сезона весна-лето. Пара одета в желтую, белую и серую цветовую гамму. С верхом из желтого нубука в паре с серыми деталями, черными накладками и подошвой. Релиз весна-лето, цена $220. Travis Scott и Air Jordan 6 British Hockey. Рэпер Трэвис Скотт и Jordan Brand готовятся, судя по всему, провести ударный совместный год. Кроссовки будут очень похожи на оригинальные оливковые Travis Scott и Air Jordan 6, которые вышли в 2019 году. Новинка получит цветовую схему с оттенками British Hockey, Sail и Bright Crimson. Ждем материалы очень высокого качества, узнаваемый кармашек сбоку на латеральной стороне, светоотражающие 3M детали и, конечно же, брендинг Cactus Jack. Также, по слухам, подошва может светиться в темноте. Дата релиза весна, цена $250. Air Jordan 1 University Blue. Эти единички имеют белый кожаный верх с синими замшевыми накладками и черными свушами. Белая межподошва на синей резиновой подошве будет завершать дизайн. Дата релиза 20 февраля, цена $170. Том Сакс и Nike Mars Year 2.5. Американский скульптор Том Сакс и Nike готовятся пополнить коллекцию новыми кроссовками. Силуэт был обновлен несколько раз, и притом радикально. Он никогда не перестает сохранять экстремальную философию дизайна художника. Из особенностей можно выделить переднюю часть стопы с резиновой накладкой, которая добавляет дополнительный слой защиты. Также вы можете принять участие в тестировании данной пары. В качестве заявки будут приниматься минутные ролики в Instagram. Дата релиза и стоимость неизвестна, но я напомню, Mars Year 2.0 на релизе стоила $200, однако сейчас стоимость данной пары составляет около $4500. Долгожданный релиз Air Jordan 11 Cool Grey вернется в честь 20-летия цветовой гаммы. Пара имеет белый и серые цвета. Цветовая гамма Air Jordan 11 Cool Grey впервые была выпущена в 2001 году, а затем вернулась в 2010. Эта версия будет иметь лакированную кожу более высокого покроя, белый джампмен, шнурки и межподошву поверх ледяной полупрозрачной подошвы. Релиз декабрь, цена $220. Бренд Jordan снова обращается к тематике Парижа и на этот раз выпустит специальную версию Air Jordan 35 Париж, которая будет ограничена тиражом в 102 пары.
Баскетбольные кроссовки оформлены в оттенках бледной слоновой кости, золотого металлика и черного цвета. Верх пары выполнен из микса сетки и замши с черным и металлическим золотом на язычке, задниках и пластине Eclipse. Перламутровая отделка на пластине в средней части стопы, а также цветочный принт на внутренней подкладке и стельках дополняют общую картину. На язычке присутствует вышитый золотыми нитками логотип Jumpman на черном фоне, а на заднике ярлычок с брендингом Nike Air. На обратной стороне бирки можно заметить надпись Panam, обозначающая неофициальное название Парижа. Еще одной отсылкой к городу стало число 75 на пятке, символизирующее код региона. Супинатор Eclipse обеспечивает стабильность, а технология Zoom отвечает за отзывчивую амортизацию. Точная дата релиза не сообщается. Стоимость данной пары составит $200. Adidas Easy 451, акулья массивная подошва, оригинальная система амортизации, новые материалы, улучшенная посадка, эксцентричный дизайн и продуманный комфорт. Уже за 3 месяца до официального релиза эти кроссовки побили все рекорды по количеству авторских концептов. После того, как в апреле в своих социальных сетях Kanye West выложил прототип модели. Easy 451 самые зеленые из всей серии. 75% использованных материалов переработанное сырье. Самое главное, что отличает новую модель серии от предыдущих релизов, кроме дизайна, это технология амортизации. Конструкторы решили отказаться от Boost, хотя она по праву считается самой совершенной технологией из тех, что сейчас может предложить бренд. Kanye West решил доверить разработку новой серии знаменитому Стивену Смиту, который когда-то приложил руку к созданию самой скандально известной модели Reebok Instapump. Стивен не подкачал и предложил принципиально новую амортизационную систему, обещающую стать хитом. И более того, поместил ее под верхний защитный слой, выполненный в форме зубьев акулы. Массивность, резкие крупные детали, дизайн максимально далекий от классики. У кроссовок Adidas Easy 451 есть все, чтобы стать амбассадором этого направления. Дата релиза февраль, цена $180. Наконец, самый ожидаемый релиз этого года — Trophy Room и Air Jordan 1. Если быть точным, то будет выпущено всего 12 тысяч пар. Релиз примечателен тем, что владелец магазина Trophy Room — это сын Майкла Джордана, Маркус, который совместно с Nike выпустит специальное издание кроссовок Air Jordan 1 в стиле легендарной оригинальной расцветки Чикаго. Новинка будет оформлена в знакомую цветовую схему с оттенками белого, красного и черного. Эти высокие единички предлагают более люксовый облик по сравнению с оригиналом. Белый кожаный верх будет сочетаться с потертыми красными накладками. Верх имеет блеск благодаря специальной окраске. Оригинальная красная прострочка заменена белыми нитками. Ближе к пятке видим автограф Майкла Джордана. Подошва полупрозрачная и имеет звезды в качестве принта. Также отметим стельку с патчами Trophy Room. Релиз назначен на 10 февраля, стоимость $170. А стоимость перепродажи возрастет в разы, а то и в десятки раз. Надеюсь, в этом году компаниям ничто не помешает радовать нас своими релизами. Какую пару ты бы взял себе? Напиши в комментариях. На этом я прощаюсь. Ты крутой, что досмотрел это видео до конца. Это был Адамов. Пока-пока.